Роботом-пылесосом уже никого не удивить. Как только появляется вещь, которая может облегчить ваш быт, она становится обязательно как стиральная машина. Но впоследствии эти вещи начинают улучшать. Пылесосы научились влажной уборке, разговаривать по-русски и выглядеть как произведение искусства. Жаль, пока они не летают. Tube 512, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, долгие стримы. Ставьте лайк за труды, и сегодня я тезисно расскажу вам о премиальном роботе-пылесосе от американской компании Anker, которые выпускают умную технику под брендом Eufy. Упакован пылесос прилично, в комплекте, правда, нет никаких особых плюшек. Привык я к тому, что есть пульт в премиальных пылесосах, а здесь его нет. Первое ощущение после вскрытия: очень приличного качества пластик всего. Большой вес и продумана каждая мелочь, хотя маленьким пылесос я бы не назвал. Достаем. Пылесос может проводить влажную уборку, а конкретнее протирку пола. И резервуар под воду отдельно здесь не идет, что довольно странно. В наличии максимально подробная инструкция на русском языке, и, разумеется, ее необходимо сразу полностью прочитать. В начале целых 32 пункта предупреждения по организации безопасной эксплуатации, шрифт у всего очень крупный, перевод адекватный. Комплект: база для зарядки с блоком зарядки, продумано все, в базу можно замотать излишки кабеля. Все плотное, качественное, блестящее, но в то же время не пошлое. Водонепроницаемая подкладка под пылесос, не на клеящей поверхности, а на силиконовых подставках. Если будет нужно, сможете его перемещать, что очень даже разумно. Сделано максимально продумано. Отдельный модуль для влажной уборки необходим для активации данной функции, и на него крепится, соответственно, тряпка. Последний элемент — руководство. На пылесосе две кнопки. Под верхней крышкой кнопка сброса системы, кнопка деблокировки, пылесборник с емкостью для воды, лазерный датчик, крышка LDR с датчиком бампера. Там же торчит компонент водяного насоса. Полная высота пылесоса 9,4 см, хотя в документации указано 10,5. Вместе с лазерным датчиком расстояние, опять же, от дна до верхней панели. Пылесборник весь разбирается. Крайне удобно, что щетка для очистки закреплена на нем же. Основная, как и боковая щетки, меняются без проблем. Ресурс данных расходников указан прямо в программе. Программа для управления есть как для iOS-систем, так и для Android. Сделано подозрительно похоже на миджевскую от Xiaomi, или миджевская от Xiaomi подозрительно похоже сделана на программу от Anker. Также можно менять расход воды при протирке пола, силу всасывания и ограничивать области прямо на карте. Ставить таймер для работы, управлять пылесосом вручную и даже видеть, пора или нет протирать лазерные датчики на устройстве. Мощность пылесоса для данного класса устройства просто топовая — 2200 паскалей. Пылесос можно добавить в систему Smart Home от Google, Amazon или Яндекса. Запускать уборку можно как с пылесоса, так и из программы. И, как я уже говорил, как и везде, можно планировать уборку по расписанию. Небольшим фейлом, я считаю, здесь является необходимость доступа в интернет через Wi-Fi роутер, при том, что пылесос не поддерживает 5 ГГц Wi-Fi сети, только 2,4 ГГц. В пылесосе есть интеллектуальная функция Boost IQ, которая определяет разную силу всасывания для различных видов поверхности. Пылесосить в среднем пылесос по минуте на квадратный метр, можно выставлять зоны, где нельзя убираться. Датчики работают нормально, если пылесос видит препятствие на своем пути, он аккуратно его объезжает, а не начинает в него долбиться. Если появляются ошибки из разряда намотанного провода на щетку, пылесос не только называет номер ошибки, но и указывает, с чем именно связана проблема, конечно же, на русском языке. Фильтр у пылесоса можно мыть. У меня живности дома нет, но по отзывам, которых хватает на том же Амазоне, пылесос с шерстью справляется на ура. Как, кстати, и справляется с очисткой различных видов ковров. Пылесос может быть практически бесшумным, если вы установите его на минимальную мощность, но на максималках воет он очень прилично. На подзарядку, если ее не хватило, сам пылесос возвращается без проблем. И далее продолжает уборку, пока ее не закончат. Если пылесос застрял, в приложении на карте можно увидеть, где именно он находится. Пылесборник довольно трудно опустошить. В моделях без гибридных пылесборников это делать намного проще. Не особо напрягает, но это факт. Пылесос долго заряжается, до 80% необходимо заряжать его около 5 часов к ряду. Для полной зарядки нужно 6 часов. Аккумулятор на 5200 мАч. Фильтры HEPA, нейлон и поролон. Все можно промывать. Переход от вакуума к протирке занимает довольно много времени, лично по мне. Для того, чтобы переключиться из режима вакуума в режим протирки, необходимо вынуть мусорную корзину и промыть ее, наполнить водой, прикрепить к дну башмак насадку для швабры и прикрепить
закрепить прокладку. Чистящий раствор использовать нельзя, только вода, согласно инструкции. Навигация здесь лазерная. Мусорный контейнер для таких габаритов не особо большой, 450 мл, это по мне впритык. Вес целых 3 килограмма 850 граммов. Уровень шума на максималках бодрых 57 дБ. Когда пылесос протирает пол, по мне он оставляет в любом режиме слишком много воды. Купить можно где угодно, в любом магазине за углом в районе 35 тысяч рублей, хоть по ссылке в описании к видео, хоть сами ищите. Радует, что в США он $600. Резюмируя, такие дорогие вещи, как вы знаете на своем канале, я только обозреваю. Хорошего ли пылесос качества? Да. Основные минусы для меня — это гибридный пылесборник, из-за размеров довольно часто везде застревает, кабеля зажевывает только в шум. В то же время очень круто продумано все, начиная от базы, программы и русского перевода и заканчивая великолепной мощностью, виртуальной стеной и временем автономной работы в 2,5 часа на одном заряде. Не забываем лайк за труды, пишем, что еще купить на обзор, приходим на стрим, подписываемся на канал, девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!